Давайте сегодня рассмотрим преимущества и противопоказания восковой депиляции. Самый первый плюс – это, безусловно, гипоаллергенность. Современные воски, они имеют такой чистый состав, что не вызовут аллергическую реакцию у клиента. Второе. Пленочный воск не оставляет липкости на коже. В то время как сахарная паста, некоторые фирмы у паст имеют такое свойство, как не то чтобы липкости, но неприятное ощущение, то есть они не убираются полностью с кожи. Плюс во время процедуры не всем клиентам нравится, что липкий состав вводят по коже с волосами. Поэтому у пленочного воска здесь большое преимущество. Третье – это возможность подобрать идеальное решение для каждого клиента, поскольку линейка пленочных и теплых восков довольно обширная, что позволяет нам, безусловно, подобрать лучшее, оптимальное решение для кожи каждого клиента. Четвертое – это высокая скорость работы. Благодаря теплому воску, что мы можем его растянуть на большую зону, равно как и пленочный воск позволяет обрабатывать большими аппликациями бикини и подмышки. Воск, безусловно, лидер по скоростным техникам, поскольку время имеет немаловажное значение в современной жизни. Воск также выбирают из-за скорости работы. Пятый пункт – комфорт на первичных бикини. Что такое первичное бикини? Мы так называем эпиляцию глубокого бикини, зоны глубокого бикини после бритвы, то есть первый раз. Поскольку после бритвы волосы имеют особенность становиться жесткими, колючими, эпиляция сахаром вызывает не очень приятное ощущение. А вот эпиляция воском, поскольку воск позволяет убирать волоски по росту, точнее наносить по росту и убирать против роста, у пленочного воска здесь будет большое преимущество, поскольку во время нанесения сахарная паста наносится против роста, что вызывает уже неприятное ощущение в процессе нанесения. Не говоря то, что во время срыва клиенту тоже будет не очень приятно. Следующий пункт: я вносила низкую себестоимость процедуры, но поработав какое-то время в разных странах, я поняла, что все-таки этот вопрос, он очень индивидуальный и зависит от страны. Например, в России сахарная паста стоит немножко дешевле, чем воски, особенно иностранные, если это Италия или Испания, то есть привезенные воски. А в Сербии, где я сейчас нахожусь, сахарная паста, например, обходится нам дороже, поскольку здесь качественных сахарных паст, к сожалению, нет, и мы вынуждены их привозить из России, что увеличивает себестоимость данной процедуры. Вот, так что здесь, да, это правило работает, воск остается ниже по себестоимости, чем сахарная паста. И последний пункт, и он же самый главный, на мой взгляд, это гигиеничность процедуры. Что я под этим подразумеваю? Гигиена – это то, что мы должны соблюдать во время процедуры. Гигиену обеспечивает тот момент восковой депиляции, что каждая аппликация, она выкидывается. То есть мы нанесли на кожу, убрали аппликацию после пластификации. Соответственно, этот воск, он утилизируется. Именно поэтому мы можем работать воском по коже с вросшими волосами, особенно если есть гнойничковое воспаление. Сахаром, как известно, по воспалениям работать ни в коем случае нельзя. Вы можете разнести бактерии по всей зоне. Воск в этом плане нас выручает. Если есть вросшие волосы, мы их, безусловно, обрабатываем и работаем в обычной технике, но с чуть большим, возможно, количеством талька. Но в целом, благодаря тому, что каждый кусок аппликации он выкидывается, это обеспечивает нам большую гигиену в процессе процедуры. Восковая депиляция практически не имеет противопоказаний, что делает его практически идеальным средством для удаления волос. Но некоторый список противопоказаний все-таки имеется, и давайте мы их сейчас озвучим. Первое – это варикозное расширение вен. Второе – повреждение кожных покровов в зоне удаления волос. Третье – герпес в острой стадии.
эпилепсия, аллергические реакции на воск и его составляющие. Это в случае наличия аллергии на сосновую смолу. Наличие новообразований, родинок, бородавок, папиллом и диабет. Последние два пункта не являются критическими, поскольку при нанесении воска мы можем легко их обойти шпателем. Самое важное, что я рекомендую делать перед проведением процедуры, обязательно проводить осмотр кожи. Особенно если волосы больше 1 сантиметра, вы можете просто не заметить папиллому или родинку, поэтому обязательно осматриваем кожу до самой процедуры. Второе, диабет не является критичным, поскольку удаление волос не является таким травмирующим действием для диабетиков. Но что важно сделать перед процедурой для людей с таким заболеванием? Первое. Обязательно делаем тестовую проходку на необходимой зоне и немножечко ждем. То есть, если есть возможная реакция, то она проявится в течение 15 минут. Реакцию я имею в виду покраснение, зуд, аллергическую реакцию возможно, поскольку кожа может вести себя непредсказуемо. Либо я такой очень аккуратный человек и осторожный. Если на коже есть повреждения, то есть это относится не только к диабетикам, но и известно, что у них кожа дольше заживает. Это относится также к тем, кто летом, например, обгорел на солнце или укусили комары, кожа зачесалась. Если есть какие-то повреждения кожного покрова, я чаще всего отказываю клиентам, поскольку это может усложнить заживление кожного покрова. И виноват в этом случае будет мастер эпиляции, а не клиент, который решился на эту процедуру. Поэтому обязательно осматривайте кожу на наличие противопоказаний к процедуре или новообразований. И вообще в целом проведите беседу перед процедурой, поскольку есть заболевания, например, эпилепсия, которые внешне могут не проявляться. Как тактично спросить клиента о наличии противопоказаний? Как это делаю я? Перед процедурой, во время осмотра, я уточняю у клиента, что эпиляция имеет противопоказания, и перечисляю заболевания, которые являются противопоказаниями. Чаще всего клиенты сами говорят, поскольку, когда они слышат слово противопоказание, нормальный человек реагирует, что можно ли мне делать. То есть в моей практике за 10 лет не было такого случая, чтобы клиент смолчал о своем заболевании. Второе. Во время осмотра также я уточняю наличие аллергических реакций на ментол, на масло чайного дерева, на экстракт ромашки и календулы. Это 4 компонента, которые чаще всего содержатся в средствах до и после эпиляции. В случае наличия аллергии я беру другое средство, поскольку для каждого пункта до и после у меня есть несколько средств, которые можно совместить при наличии аллергических реакций каких-либо. И это, на мой взгляд, обязательный ритуал, разговор с клиентом. Это настраивает на процедуру, это показывает ваш подход, серьезный подход, ответственный. И довольно часто клиенты сами не задумываются о том, что какая-то аллергия может, скажем так, среагировать во время процедуры. Многим кажется чем-то простым, чем-то не очень важным. При этом на моей практике была ситуация, когда у девушки пошла сильная аллергия на масло чайного дерева. Поэтому я рекомендую этим пунктом не пренебрегать и желаю вам хороших, здоровых клиентов.